Всем привет! На прошлом уроке я показывала, как связать вот такие квадратные мотивы. Я здесь оставлю ссылочку, можете перейти посмотреть. Сегодня я хочу показать, как соединять такие квадратики и что может из них получиться. Вязала я вот из остатков шнура карамель. Вот так выглядят упаковки. Этот шнур 2 мм, полиэфирный. Его можно заказать со скидкой 10% по моему промокоду. Ссылку оставлю в описании под роликом. Вот я уже соединила два квадрата. Такой получается очень симпатичный, аккуратный шов. Соединяла я крючком 3 мм. У меня был урок по другим мотивам квадратным, и там немножко было другое соединение. Можете тоже посмотреть, может оно вам больше понравится. Здесь оставлю ссылку на урок, где я соединяла другие квадратики. Так, сейчас я соединю вот так два квадратика, а потом уже вот эти две половинки вместе. Сейчас я вам покажу, как я это делала. Вот я нашла, где у меня угловая петля, и цепляю ее за крайнюю перемычку. Так, сейчас вот. Точно так же нахожу на втором квадрате угловую петлю, беру шнур, вывожу петлю. Можно провязать вместе вот с этим кончиком. Потом я его там спрячу внутри. И сейчас цепляю с одной стороны за крайнюю петлю, с другой, то есть полупетлю. И все три соединяю. По порядку за крайние полупетли. Такое соединение получается как полустолбик, когда мы вяжем. Соединяем сразу 3 петли вместе. И так продолжаем дальше. Мне кажется, этот способ самый легкий и очень симпатичный. Ну вот, я провязала, последняя угловая петля. Все. Сейчас я отрежу шнур. И с обратной стороны я его спрячу. Ну вот, две половины у меня уже готовы. Я их отутюжила, чтобы они были более ровные. Шов с одной стороны и с другой. И сейчас буду соединять таким же способом здесь по середине.
Ну вот, я соединила две половинки, я тоже прошлась утюгом, обязательно только через ткань, потому что шнур полиэфирный. Вот, и получилось такое у меня полотно красивое. Ну, что можно связать таким способом? Плед, если вы вяжете из мягкой тонкой пряжи. Так как я вязала из шнура, если бы я связала еще одну такую половину, получилась бы красивая сумка, только нужно было бы связать ручки и боковинки. Можно связать ковер. Конечно, квадратиков побольше. Но так как у меня квадратика только 4, то я решила, что у меня будет такая салфетка. Но я еще сделаю окантовку, чтобы вот этот край был более ровный и более плотный. Вот я шнур не обрезала. И я продолжу вязать дальше. Вот я закончила. Сделаю 2 воздушные петли, и дальше в каждую петлю я буду вязать полустолбик с накидом. Так вяжу до уголка. Я дошла до уголка, и на уголке в одну петлю я провяжу 3 столбика. 1, 2, 3. Все, я так дальше продолжаю вязать по одному, а на уголках по 3. Вот еще, где у нас было вот соединение квадратиков, здесь может быть большое расстояние до следующей петли, тогда в одну провязывайте 2. Ну, вы уже смотрите, как у вас получается. Вот. И следующую провязываю. И тогда здесь не видно промежутка. Все, дальше продолжаю точно так же. Я заканчиваю обвязку. Так, провяжу еще 1 столбик. Сейчас я соединю с предыдущим столбиком. И провяжу еще 1 ряд соединительными столбиками. За заднюю перемычку ввожу крючок, и вот здесь еще одна перемычка, чтобы не было видно отверстий, когда будем вязать вот эту косичку. Вот, и так продолжаю дальше. И у нас вот эта окантовка будет похожа на швы, которые были между квадратиками. На углах я никаких прибавок не делаю, а в каждую петлю провязываю соединительную петлю. И так до конца ряда. То есть до конца квадратика.
Ну вот салфетка готова. Я ее еще раз отутюжила с обеих сторон. Она получилась плотная, край у нас аккуратный, ничего не сворачивается. Надеюсь, урок вам был полезен. Жду от вас пальчики, лайки. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем хорошего дня, спасибо за внимание, до свидания.